Добрый день, дорогие зрители моего канала, я рада приветствовать вас. Сегодня мы будем плести вот такую интересную брошь техники фриволите анкарс. Для работы нам понадобится два оттенка ниток, у меня капрон и Ариана Вега. Плести я буду в два сложения, так как нитки достаточно тонкие, а хочется, чтобы работа была более крупной. Также нам понадобится два оттенка бисера. У меня это чешский обычный бисер. И для расшивки центра нам понадобится бусина. Это 4 мм. Также у меня есть небольшая просьба. Если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то не забывайте оставлять ссылку или описание под вашими фотографиями. Мне будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. А если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Ну что же, поехали! Итак, на данный момент у меня готова вот такая основа. Подробнее, как плести эту схему, я рассказываю в своем предыдущем мастер-классе. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Итак, складывать мы будем ее точно так же, как и в предыдущем мастер-классе, накладывая каждый элемент. Один элемент, второй элемент на следующий. И так по кругу. И при наложении последнего мотива загибаем вторую сторону под первый мотив, расправляем. И теперь мы должны это все дело зафиксировать. Аккуратно фиксировать мы будем опять через колечки, которые у нас здесь есть боковые. Итак, для начала мы введем иглу вместе с ниткой в основание бокового любого колечка, которое вам нравится. Проходим, с другой стороны оставляем кончик, чтобы потом зафиксировать. Далее мы должны пройтись в основание следующего колечка другого мотива, который у нас есть. Только для этого вначале сделайте небольшой стежок, чтобы у вас ровненько ложился рисунок в центре. Так, вот видите, я прохожусь в основание второго мотива. Придерживаю центр, чтобы он у меня не убегал никуда. Далее в основание третьего мотива. И так по кругу. Я пройдусь 2 раза и закреплю концы нитки. У нас, как и в предыдущем видео, получился вот такой вот интересный мотив, из которого я сделала сережки, расшив центральную часть. 2 челнока я подготовила, и для начала связываем кончики ниток. Плести я начну с колечек. Кольца я решила, у меня будут 7 пико 7. Плетем в начале первых 7 узлов, но не забываем, что нам нужно вначале заправить концы ниток. Аккуратно их заправляем в 3-4 узла. На данный момент я сплела первых 7 узлов. Далее подкладываем нашу работу. И зацеплять мы будем за вот это место. То есть вот видите наш центральный цветочек, который образовался. Здесь у нас есть место соединения двух мотивов. Мы аккуратно подгибаем и выполняем соединение. Соединять не совсем удобно, но в принципе можно. Особо труда не составляет. Доплетаем еще 7 узлов. Вот такое колечко у вас должно получиться. Не обязательно делать его другим цветом, как сделала я. Можно сделать и опять же фиолетовым. Мне захотелось, чтобы рисунок был более ярко выраженным. Далее переворачиваем работу, чтобы начать плести дугу. Меняем челноки местами. Не забываем, что у нас еще остались хвостики, которые мы должны вначале заправить.
опять в 3-4 узла. Дуга у нас состоит из 10 узелков. Переворачиваем работу наизнанку и выполняем соединение с вот получается следующим мотивом между вторым и третьим колечком. Соединение у нас есть вот здесь. Вот. Подхватываем нашу дугу. И соединяем ее. Все, соединение мы сделали. Далее мы плетем снова 10 узлов. Снова начинаем плести колечко в 7 пико 7. Плетем в начале первых 7 узлов. На лицевой стороне мы снова должны зацепиться за центральное вот это первое колечко от мотива на соединение. Вот здесь мы проходимся аккуратненько крючком. Далее выполняем соединение. Далее плетем еще 7 узлов. То есть получается, что у вас каждое колечко будет расположено вот в этой нише, посерединке, вот здесь. И сзади у вас будет располагаться вот такое аккуратное плетение. Далее мы снова плетем дугу из 10 узелков, разворачиваем работу наизнанку, закрепляем ее вот в этом месте, то есть в следующем мотиве на стыке между вторым и третьим вот здесь. Схема оплетения у нас не изменится до конца. Сейчас я вместе с вами хочу еще раз закрепить дугу с изнанки. Вот у меня сейчас сплетено 10 узлов. Работу кладем на изнанку. Аккуратно подводим дугу к месту соединения. Оно у нас в следующем мотиве между вторым и третьим кольцом. Вот здесь. Вводим туда аккуратненько наш крючок и выполняем соединение. И все, и вот по такому же принципу мы оплетаем до конца всю нашу брошь или кулон, смотря что вы хотите сплести. Ну что же, оплетаем дальше. Я покажу вам уже готовый результат. И вот такой результат у вас должен получиться. Далее мы будем оплетать нашу брошь по всему периметру, но при этом мы будем использовать бисер. На одну нить нам нужно будет надеть серебряный бисер, количество я укажу его вот здесь внизу. На вторую нить мы нанизываем фиолетовый бисер, также количество я укажу вам внизу. Челноки с бисером у меня уже готовы. Теперь мы должны аккуратно взять нашу работу и пройтись через пико, который у нас есть на самых больших колечках. Мы должны здесь аккуратно протащить одну нить от любого из челноков, который вы выберете на ваше усмотрение. Теперь делаем аккуратненько узелок. И чтобы он не распускался, я аккуратно полю его зажигалкой, прям совсем чуть-чуть. Вот так. Теперь он у нас никуда не денется. Далее я довожу нить до начала плетения, укладываю нити таким образом, как они у меня будут вплетаться в работу. Делаю первый узел полный, при этом вплетаю концы нитей. Далее концы нитей отрезаю и также опять их чуть-чуть опаляю зажигалкой.
Теперь подгоняю с одной и с другой стороны по одной бисеринке. И снова делаю полный узел. Вплетаю таким образом все последующие бисеринки. Через один узел. Я вплетаю с каждого челнока по 6 бисеринок, вот как видите. И теперь аккуратно буду соединяться с вот этим местом, вот здесь, с вот этим соединением. Вот. То есть, по сути, это у меня серединка между нашими большими колечками с пико. Аккуратно выполняю соединение. Далее делаю один узел после соединения полный и начинаю аккуратно вплетать опять бисер. Опять снова с 2 ниток. Так мы вплетем снова 6 бисеринок с каждой нитки. После того, как мы снова вплели опять по 6 бисеринок, мы снова выполняем соединение за пико, который у нас здесь, вот видите, есть, за уже большое колечко. Вот оно у нас. Аккуратно выполняем соединение и плетем дальше. И так до конца. Снова после соединения выполняем один целый узел, а далее опять вплетаем по 6 бисеринок. Весь процесс оплетения я показывать не буду, покажу сразу вам готовый результат. Вот что у вас должно получиться. Далее мы начнем расшивать серединку. Для этого нам понадобится иголка с ниткой. Вводим ее произвольно в основании любого из боковых маленьких колец. Для расшивки я буду использовать одну бусину 4 мм. Надеваем ее на иголку и вшиваем в противоположную сторону. Вот такая бусинка у вас должна получиться. Далее я хочу выделить центр. И для этого я так же, как в предыдущем мастер-классе, хочу сделать небольшую оплетку бусины в центре. Для этого нам надо для начала пройтись несколько раз через центральную бусину. Выходим на лицевую сторону с одной из сторон. Надеваем 5 бисеринок. Я решила, что центр у меня будет выделен серебристым бисером. Далее мы должны пройтись через бусину, чтобы бисер огибал лишь одну половину бусины. Далее я набираю еще 5 бисеринок. И прохожусь снова через бусину. Но получается уже с другой стороны. Теперь мы должны аккуратно сделать один полный оборот сквозь бисер, который у нас идет в середине.
Теперь я замыкаю круг и прохожусь в первую бисеринку. После того, как мы полностью пришили серединку, мы должны выйти с изнанки. Нам нужно будет пришить основу для брошки. Потом, после того, как мы пришьем основу, мы эту часть железненькую мы также закроем мотивом, который мы сплетем. Для задней стороны я сплела вот такой вот цветочек, который буду пришивать на железную часть. Теперь самое главное аккуратненько это все пришить. Ну, я думаю, здесь и так все понятно. Мы полностью пришиваем вот этот мотив с задней стороны, и у нас будет аккуратно пришитая изнанка. Нам осталось дошить до конца и зафиксировать концы ниток. Все, моя брошь полностью готова. Ну что же, на этом я прощаюсь с вами. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте поставить мне пальчик вверх, а также подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Всем пока!